Приветствую! Обзор, анализ, прогноз криптовалют. На сегодняшний день рынок у нас по-прежнему зеленого цвета. Альткоины показывают отличный рост, и даже биткоин, чья доминация падает, на 4,5% подрос. За последние 24 часа биткоин потерял 12,5% шортов. Лонги же без изменений. По лайткоину также у нас сокращаются немного шорты и немного растут лонги. В рамках погрешности плюс-минус 2,5-3%. Биткоин у нас сокращал на 12% шорты, а эфириум наоборот на эти проценты их поднял, плюс 12% шортов, лонги примерно на тех же уровнях. Интересная ситуация по Cardano. За последние 24 часа на данной монете минус 94% шортов. Данные позиции достаточно давно держались, практически около месяца, и тут вдруг почти полностью были закрыты. Ликвидация это была либо самостоятельное закрытие, неизвестно, но теперь данные шорты прикрыты. По EOS также сокращаются шорты, минус почти 11%. Страх также у нас без изменений, на цифре 25 мы остановились, это все еще экстремальный страх. Посмотрим, какие показатели будут завтра, потому что рынок у нас неплохо так подрастает. Удивительно, но индекс альт-сезона вернулся вновь в зону, где этот альт-сезон снова актуален. Такое уже происходило на истории, даже при последнем посещении данной области мы сначала вывалились вниз, потом ненадолго зашли обратно, но совсем ненадолго, и снова полились вниз. Надеюсь, в этот раз будет не так, и мы задержимся здесь подольше, и хотелось бы даже обновить хаи. За последние сутки 53 тысячи трейдеров лишилось своих денег, их ликвидировало, и снова который день больше 70% это шортисты. У них забрали почти 160 миллионов долларов. Grayscale же на этом росте все свои активы понемножку скидывает. Ничего он за последние сутки не прикупил, только лишь расстался понемногу со всеми имеющимися у него активами. Вот так на графике это выглядит. Инвестиции совсем незначительно, но снижаются по такой прямой линии, вне зависимости от падения или роста цены в последнее время. До этого был такой хороший параллельный набор. Сейчас же они просто ждут, когда цена, видимо, восстановится. А это список монет, которые популярны в социальных сетях за последнее время. О них пишут больше всего. Примечательно здесь это BNB, Ethereum Classic вновь вернулся в обсуждение, Shiba, но в принципе практически никогда отсюда не выходит, и Litecoin. На первом же месте разместился Автофарм. Резервы биткоина на всех биржах у нас продолжают флетить, они не сокращаются и не набираются, примерно на тех же позициях. По эфириуму такая же ситуация, цена идет наверх, но резервы у нас остаются на прежних уровнях. Что нельзя сказать о стейблкоине. После того, как мы недавно обновили максимумы резервов стейблкоинов на всех биржах, пару дней пофлетили, и сейчас у нас график пошел немного вниз. Новых стейблкоинов пока на биржах не прибавляется. Притоки биткоинов на бирже также остаются относительно на низких уровнях, и ничего примечательного в притоках пока нет. Они совсем небольшие. Объемы также на уровне среднего значения. За последние уже раз, два, третий день мы снижаемся. Объемы продаж и покупок биткоина на всех биржах также около средних значений. Что касается майнеров, они также у нас не продают, но это происходит на фоне вчерашнего резкого снижения хешрейта. Сегодня мы отскакиваем от дна. Надеюсь, тенденция сменится и пойдем наверх. Но пока все это выглядит как просто такой отскок с дальнейшим продолжением снижения. Из новых событий по монетам у нас добавлено обновление основной сети Filecoin. Данное обновление пройдет 30 июня, завтра в 19:00. Также из ближайших событий стоит отметить, у нас завершается июнь, а это значит осталось всего 2 дня на все запланированные события по монетам. 29 июня сегодня у нас Кедера Hashgraph запланировано был выпуск тестовой сети 0.15.2, а 30-го Theta Fuel, релиз основной сети и Hard Fork. Из интересных новостей как раз таки пишут об эфириуме Classic, который ворвался в топ популярности социальных сетей. Пишут, что в Ethereum Classic имплантируют решение материнской сети. В предстоящем обновлении магнитов блокчейн Ethereum Classic имплементирует 4 предложения по улучшению, реализованные в ходе хардфорка Берлин, второй по капитализации криптовалюты. Имеется в виду обычный Ethereum. Ethereum Classic должен внедрять инновации Ethereum 1.0. 15 апреля 2021 года в Ethereum провели хардфорк, с которым имплементировали 4 предложения по улучшению сети. Они изменили алгоритм расчета стоимости газа и ввели новые типы транзакций. 10 июня 2021 года разработчики Ethereum Classic анонсировали обновление Магнета,
которая включает вышеописанные предложения. Также на рост и популярность эфириума Классика в последнее время повлияло решение компании Барри Силберта Digital Currency Group. Они решили выделить $50 миллионов на покупку акций Grayscale Ethereum Classic Trust. Мексика предупредила банки о санкциях за использование биткоина. Криптовалюты не являются законным платежным средством в Мексике, а за их использование финансовым учреждениям грозят санкциями. Так пугают банки, Минфин, местный Центробанк и Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам. Они также напомнили, что находящиеся на территории страны финансовые учреждения не уполномочены проводить и предлагать операции с виртуальными активами, включая биткоин, эфириум, Ripple. Также министр финансов еще раз подтвердил, что позиция властей не изменится в ближайшее время. То есть Мексика у нас против криптовалют и не просто не собирается их легализовывать, а даже будет наказывать за их использование. Продавший биткоины Джим Крамер инвестировал в эфириум. Недавно была новость о том, что данный человек, Джим Крамер, бывший управляющий хедж-фондом Крамер & Co., якобы продал почти все свои биткоины. Но, оказывается, он их не просто продал, а просто решил обменять на эфириум. «Я вернулся в эфириум, потому что биткоин удержался выше 30 тысяч», — сказал он. «Мне нравится эфириум, потому что люди действительно используют его гораздо больше. Когда покупают NFT или что-то подобное, я продолжу покупать эфириум». А эпопея биткоин-биржи Южной Кореи получает новые подробности. Теперь не Южная Корея наезжает на биржи, а биткоин-биржи уже обвиняют власти Южной Кореи в уклонении от обязанностей. В соответствии с поправками к законодательству, которые полностью включают торговлю криптовалютами в правовое поле, к сентябрю 2021 года местные биткоин-биржи должны зарегистрироваться в комиссии по финансовым услугам Южной Кореи. Но пока регистрацию в ведомстве прошли лишь крупнейшие платформы BitHump, Upbit, Carbit и CoinOne. Остальные же биржи опасаются, что они просто не смогут пройти данную регистрацию. Банки отказываются инициировать процесс проверки криптовалютных бирж. Без четкого объяснения причин у большинства платформ нет шансов пройти процедуру. Комиссия по финансовым услугам должна немедленно вмешаться. То есть правительство Южной Кореи обязало всех пройти регистрацию, но при этом саму эту регистрацию проводить отказывается. Постоянно уклоняется и находит разные причины, чтобы этого не делать. И в связи с этим ряд бирж рассматривает подачу иска против правительства и финансовых регуляторов как единственный и последний выход из данной ситуации. По их мнению, именно власти отвечают за проверку связанного с криптовалютами бизнеса, а они этого просто не делают, не проводят проверку и не регистрируют биржи. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF призвала ускорить внедрение требований для криптоиндустрии. Они считают, что большинство стран так и не внедрили требования для криптовалютных компаний. На сегодняшний день стандарты FATF поддерживают всего 58 из 128 юрисдикций. Они призывают страны как можно быстрее внедрить пересмотренные стандарты. Думаю, после этого напоминания еще какое-то количество стран проснется и начнет шевелиться в сторону того, чтобы либо все это дело легализовать и обеспечить безопасность, либо просто запретить. Второй вариант, я думаю, более предпочтительный, потому что они это могут сделать быстрее. А так как до этого они не занимались криптовалютной сферой, я думаю, им это просто пока не интересно и легче просто запретить. Отличная новость. Coinbase начнет оказывать услуги по хранению криптовалют в Германии. Они получили разрешение на предоставление данных услуг на территории Германии. Немецкое подразделение компании Coinbase Germany – первый обладатель лицензии такого рода. Новые новости из Парагвая. Там, где не так давно говорили о том, что они хотят последовать примеру Сальвадора. На этот раз парагвайцы уточнили законодательную инициативу касательно биткоина. И вот в чем заключается уточнение. В том, что они не планируют придавать биткоину статус законного платежного средства, а всего лишь, как и все, хотят разработать эффективное регулирование криптовалют. Это законопроект о цифровых активах, и он отличается от инициативы Сальвадора, поскольку они принимают биткоин в качестве законной валюты. А в Парагвае будет невозможно сделать что-то подобное. Ну что ж, очень жаль, конечно, что Парагвай не станет второй страной, где биткоин будет официальным платежным средством, а ведь сначала казалось, что будет именно так. Вчера Великобритания запретила деятельность Binance на своей территории, и вот теперь Binance отключила
в данной стране популярную платежную систему из-за претензий регулятора. Данной платежной системой стала система Faster Payments. Теперь пользователи Британии просто не смогут выводить деньги в фунтах стерлингов через данную систему. Не знаю, зачем нужно было это усложнение, ведь пользователи смогут продолжать торговать на данной бирже и также выводить деньги просто через другие каналы, банковские карты или обычный банковский счет. Просто теперь все это будет сложнее. А у нас намечается новая заявка в SEC на запуск очередного ETF на биткоин. На этот раз ARK Invest и 21 Shares подали заявку. Думаю, и эта заявка снова встанет в очередь на одобрение, потому что в настоящее время у SEC уже на рассмотрение целая очередь данных заявок. Не буду их перечислять, скажу только, что их как минимум уже 8 штук. А вот это интересная новость. Randall Quartz. США должны встроить стейблкоины в финансовую систему. И это не простой мужик с таким громким заявлением. Это заместитель председателя Федерального резерва США, ФРС. И он не собирается просто отметать стейблкоины, а хочет их изучить и встроить в систему. Когда наши опасения будут устранены, мы должны сказать «да» этим продуктам, а не пытаться найти способ устранить их. Сочетание неизбежных улучшений в существующей платежной системе, например, различных инициатив по мгновенным платежам с трансграничной эффективностью, правильно структурированных стейблкоинов, вполне может сделать излишними любые усилия по разработке государственной криптовалюты. У него, конечно, тоже есть опасения, и одна из них – это вероятность того, что частично обеспеченные стейблкоины могут создать риск для потребителей. Британский суд признал права Крейга Райта на white paper биткоина. Австралиец Крейг Райт одержал победу в суде против совладельца сайта Bitcoin.org, известного под псевдонимом Cobra. Дело касалось нарушения авторских прав при публикации белой книги биткоина. В январе самопровозглашенный создатель биткоина Крейг Райт направил предупреждение анонимному администратору сайта Bitcoin.org, обвинив его в незаконной публикации белой книги и использовании доменного имени со словом биткоин. Однако админ этого сайта отказался удалять эту информацию, поскольку она опубликована в соответствии с лицензией открытого и свободного программного обеспечения. А выиграл суд Крейг Райт лишь потому, что администратор данного сайта отказался раскрывать свою личность и просто отказался защищаться в суде, решив сохранить свою анонимность. Таким образом, этот суд создал прецедент, фактически бездоказательно признавший Крейга Райта создателем биткоина, потому что не он доказал, что он создатель биткоина, а просто админ сайта Bitcoin.org не пришел в суд и отказался защищаться. И получается вот лицо Сатоши Накамото по версии лондонского суда. В итоге суд постановил, чтобы оператор Bitcoin.org разместил на своем сайте уведомление о решении суда и оплатил Крейгу Райту его расходы на правовое сопровождение, которые составили 35 тысяч фунтов стерлингов или около 48 600 долларов США. Кроме того, с сайта обязаны удалить саму белую книгу биткоина, чтобы граждане Британии не могли ее скачивать или другими способами получать к ней доступ на сайте. Но админ сайта решил его потроллить и заявил: «Буду рад оплатить Крейгу его судебные издержки по делу о белой книге биткоина. Что если я перечислю ему оплату в биткоинах на адрес, связанный с блоком под номером 9, намекнув на то, что Райт не является владельцем ранних адресов биткоина, и денег он этих, конечно же, не получит». А мы давайте посмотрим, что у нас происходит на графиках. Я думаю, нам стоит вот это все дело поудалять, чтобы не захламлять. Это на истории у нас уже все отыграло. И давайте посмотрим, что у нас сейчас происходит. По факту, что я сейчас наблюдаю на графике. Это завершение 4-й волны предполагаемое и снижение в 5-й волне, минимальная цель которой уже выполнена. Снижение до 20 тысяч долларов – это всего лишь расчетная цель, которая в принципе еще может быть достигнута. Но что если 5-я волна завершилась уже вот здесь, и мы сейчас находимся в самом начале движения наверх? Что это может быть? Если волна 5 завершилась вот здесь, она у нас происходит в рамках волны А значит есть волна Б и будет волна С. Куда у нас может прийти волна Б? Если дно у нас не обновится, то ориентировочная зона достижения волны Б у нас находится вот на данных уровнях, то есть в районе 47 тысяч долларов за биткоин. Это будет ближайшая граница, куда можно ожидать волну Б. Также не стоит забывать, что у нас на этом пути есть еще один уровень сопротивления в 42 тысячи примерно, 41 800, где у нас ранее были уже отбития. 4-я волна также здесь не смогла преодолеть это дело. И пока основной сценарий у меня выглядит вот данным образом, в том, что если мы завершили
нисходящий пятиволновой импульс на данных уровнях, то движение наверх у нас имеет расчетную зону в районе 50-46 долларов, тысяч долларов за биткоин. Что у нас происходит локально? Биткоин у нас любит разворачиваться с разных непонятных формаций, и здесь стоит понаблюдать, как цена поведет себя дальше. Но что стоит отметить, на 4 часах мы как раз таки уперлись на данный момент в скользящую 200-ку. Я думаю, пробитие которой будет хорошим фактором для того, чтобы все-таки пойти наверх, отрисовывать волну B. Я не особо любитель ковыряться на мелких таймфреймах, но если хотя бы смотреть часовик, то что здесь можно для себя почерпнуть? На тех уровнях, где мы сейчас находимся, это как раз таки тоже является своеобразным уровнем сопротивления. Не таким мощным, как вот эти. Давайте его даже потоньше вот так обозначу. Но все-таки на истории мы и отбивались много раз, и ложные пробои здесь были. И на данный момент на этом уровне мы видим дивергенцию. Поэтому здесь стоит быть более внимательным. И отсюда мы можем все-таки пойти ниже. Но все-таки стоит учитывать, что данная дивергенция была на часовике, а на более старшем таймфрейме у нас дивергенция как раз таки в лонг. К тому же мы пробили предыдущий хай, а это значит, что у нас теперь хаи повышаются. Лои у нас также повышаются, и локально это у нас восходящий тренд. Даже если просто кинуть канал, то мы примерно как раз и находимся в районе верхней границы. И что можно сказать по торговому решению? По конкретике. Совокупность всех этих факторов мне показывает, что вероятнее всего мы все-таки можем направиться здесь повыше. Естественно, нужно на каждом важном уровне наблюдать, как будет вести себя цена. Сейчас у нас тоже есть важный уровень, это как раз таки пересечение вот этой скользящей средней. От нее мы можем отбиться вниз и пойти на перелой, но по ее пробитию, мне кажется, можем оттестировать и пойти все-таки наверх. На рынке всегда присутствует множество вариантов. Я биток здесь пока покупать не буду. Подожду более верного сценария, но если в качестве прогноза, оценивая все факторы, которые я вижу, я думаю, будет все-таки движение наверх, но это не to the moon, а пока что это в рамках, как я предполагаю, волны B. Что у нас по эфириуму? Давайте также здесь уберем лишнюю всякую разметку. Здесь также, как и по биткоину, у нас прослеживается структура пятиволнового импульса, и как раз таки мы тоже выполнили минимальную цель с перелоем в рамках волны 5. Давайте пока тоже предположим, что у нас здесь это дело и завершилось. Напоминаю, что расчетная зона у нас находится на уровне, начиная с 1000 долларов за эфириум. Данная пятиволновка также у нас в рамках волны А, затем будет Б и С. Расчетная зона для волны Б находится на уровне 3000 за эфириум. Давайте посмотрим более локально, что у нас здесь происходит. Слишком уж я в прошлый раз залез на мелкие таймфреймы, не люблю я так делать. Но опять-таки, как и по биткоину, здесь у нас лои повышаются, хаи тоже повышаются. Так что восходящий тренд здесь хотя бы локально, но уже начался. Все-таки глянем на часовик, и здесь у нас тоже небольшой дивер образовался на верхней грани канала. Думаю, канал даже можно вот так кинуть. Здесь начало. Тоже около верхней грани канала по эфириуму. Образовали небольшую дивергенцию на часовике. Я думаю, в скором времени пойдем, хотя бы скорректируемся. Но тренд у нас локально восходящий, поэтому есть все основания полагать, что у нас произошел разворот хотя бы на волну B. Ее уровни я обозначил в районе 3000. Пока данный сценарий по эфириуму я беру за основной. Но не стоит отметать и данную расчетную зону на снижение дальнейшее в пятой волне, потому что существует вот такая история. На биткоине она тоже присутствует, что здесь была, например, не вот такая пятерка, а она идет только вот сюда, а это мы как раз таки в четверке. Можно будет сказать, что шансы на дальнейший рост будут выше, если мы преодолеем вот этот пик волны 1, то есть пробьем уровень где-то в 2300, и это будет отличным фактором для отмены движения в четвертой волне. Но опять-таки, еще раз повторяю, пока основной сценарий я беру как рост в волне B. Так, здесь у нас предположительно завершился импульс. Сейчас мы находимся в его коррекции. Также есть волна 1, 2, 3, 4, 5. И у нас также был перелой. Минимальная цель у нас по волне 5 также выполнена. Расчетная зона находится на уровне 0.38. Здесь у нас я рисовал на более мелких таймфреймах. Давайте глянем, что тут рисовал. Ну да, мы также идем наверх, все по плану. Здесь прогноз у нас на 0.7 по эфириуму. Отработал, мы пришли на предыдущий пик. Все у нас замечательно. Расчетная зона, кстати, вот. На 0.8, в принципе, уровень есть. Туда мы спокойно можем дойти. Ну давайте на мелкие таймфреймы переходить я не буду. Посмотрим,
более глобальную картину. Опять-таки, если мы здесь завершили пятиволновой импульс, он у нас был в рамках волны А, будет Б, будет С. И вот он уровень, расчетный уровень, куда мы можем ожидать волну Б в рамках данного движения. Это 1.13 примерно за Ripple. Также на этом пути мы встретим уровень в 0.8, об который мы бились и долго не могли пробить. Думаю, здесь тоже притормозим. К тому же здесь еще и скользяшка подкрадывается. Такое двойное будет сопротивление. Но я думаю, если мы это все дело преодолеем, то уровень волны B, думаю, спокойно достигнем. Пока основной сценарий по Ripple я оставляю вот таким. Для меня это пока в приоритете. Что у нас по биткоин доминации? По биткоин доминации у нас все-таки доминация снижается, как мы и предполагали. Думаю, она дойдет в эту зону. Это как раз таки способствует большему росту альтов, чем битка. Данное снижение мы давно ждали, и поэтому ничего удивительного. Посмотрим Ethereum Classic, по которому у нас хорошая новость вышла. Давайте глянем, что у нас здесь происходит. Так, по предыдущему прогнозу у нас это предположительно была волна 3. Сейчас мы находимся в волне 4. Что у нас здесь происходит более локально? Здесь может быть похожая структура, как и на биткоине, эфириуме, рипле, со снижением всего лишь в волне А. Это будет у нас первая зона, куда мы можем достичь. Вот она, расчетная зона для волны Б. Но я думаю, вот этот вот уровень, от которого мы отскакивали множество раз. Отсюда отскочили, здесь не могли пробить, потом снизу протестировали. На этот уровень тоже стоит обратить внимание, и если что, тоже иметь в виду, здесь будет сопротивление на рост. А так, первая цель по завершению всей этой коррекции — это, естественно, пик волны 3, но пока о нем еще говорить рано. Пока мы еще не отрисовали даже вот эту коррекцию. Даже если будет рост, по моему мнению, он пока у нас будет в рамках коррекции волны B. Но это тоже неплохо. Если мы достигнем данных уровней, то со дна это мы будем делать плюс 200%, а с текущих уровней 100%. Так, у нас еще попросили меня рубль посмотреть. Ну, по рублю без каких-либо серьезных изменений. У нас здесь продолжается проторговка возле грани. Давайте побольше масштаб возьму. Треугольника. Вот они, две зоны, два уровня, от которых может произойти отскок. И отскочили мы от первого же ближайшего серьезного уровня, $72. Это совпало и с краем треугольника, и с отмеченной зоной. И ближайшая цель для рубля — это следующая грань треугольника, которая находится наверху. Не знаю, когда она будет достигнута, но она у нас находится на уровнях 75-76. Ну, постоянно снижается, и если дольше будем идти, естественно, и край будет ниже. По рублю пока прогноз также актуален. Мы находимся в рамках треугольника. Еще что-то хотел глянуть. Да, как же. Собак хотел глянуть. По собакам я недавно по Shiba Inu словил стоп. Где-то вот здесь я рассказывал на канале. Но, как видите, мы выросли обратно. И у меня примерно вот с этих позиций я их держу. Сейчас у меня уже плюс 35%. Ну ладно, неважно. Стоп у меня уже в безубытке, даже в небольшом плюсе. Что у нас глобально по этим собакам? Что видим на графике? Рост объемов, это хорошо. Индикатор у нас нарисовал дивергенцию. Вот здесь лай ниже, индикатор выше. К тому же здесь у нас появились объемы. Это все здорово. Пробили скользяшку 200-ку и даже ее немного тут что-то попытались протестировать. Это неплохо. Единственное смущает, что у нас здесь пока вот индикатор не дотягивает. Мы уже дошли до предыдущих хаев, а индикатор у нас пока ниже. Это может означать, что мы можем сходить-то пониже. Но пока собаки выглядят неплохо. Им бы еще пару твитов от Илона Маска, и вообще все шикарно будет. Первые цели пятой волны — это у нас предыдущий хай волны 3. Но также не стоит отметать уровень, как мы разметили на предыдущих монетах, а в частности на биткоине, что если это будет всего лишь отскок в волне B, то уровень волны B находится вот здесь. Кроме этого, пониже есть у нас еще одно сопротивление, его также стоит отметить, это вот этот данный уровень. Мы в самом начале пик тени здесь имеем, вот здесь от него отбивались, сверху тестировали, это достаточно сильный уровень, поэтому, думаю, он нас тоже здесь сможет притормозить. Также стоит иметь в виду, данные ценовые значения могут стать потолком для Shiba Inu, но до него пока даже с текущих уровней больше 20%. Это не призыв для того, чтобы залетать прямо сейчас. Каждый решает сам, что ему делать со своими собаками. У меня они немного есть. Стоп уже в безубытке. Пока по собакам прогноз такой. Еще что-то хотел смотреть? Да, еще мне в донате скинули одну монетку очень забавную. Я на нее посмотрел и думаю, чем же она могла заинтересовать человека. А потом взглянул на название и прочитал: Финика.
Думаю, это не та ли финика, которая в форме такого треугольничка, пирамидки, так сказать. И это она. Они, оказывается, создали свою монетку. И, видимо, и решили ее уронить в пол. Так у нас пирамидка-то и закроется, финика. Что здесь можно вообще по ней сказать? Если тупо вот на график абстрагироваться от этих всяких фиников, просто график. На месяце здесь просто всех поимели. Просто тень такая, бабах. Да, пока все это грустно выглядит. Я не знаю, как это будет выруливаться, если будет вообще. Но вот залетать-то в эту монетку точно не стоит. Я думаю, участвовать в таких проектах точно не стоит. Во всяких финиках. Монетку они себе, конечно, для пампов создали. Ну что, даже если абстрагироваться от всей этой истории с пирамидками, то движение тупо нисходящее. Никаких отскоков. Вот здесь были какие-то отскоки сразу. Тенью их прибили вниз и летим дальше. Протестировали этот уровень. Сейчас я думаю, как минимум мы летим дальше вот до следующего уровня, отмеченного на дно, так сказать. Здесь-то люди тоже все понимали, когда ввели эту монетку, цену запампили, и все начали закрываться, понимая, что скоро это все развалится. Я думаю, если у вас хотя бы сейчас вы в нуле, то стоит бежать оттуда. Если вы в минусе, то даже не знаю, сами решайте, что делать со своими деньгами. А если в плюсе, то это точно уже сваливать оттуда надо. А так, тут никакого прогноза, кроме как вниз, пока быть не может. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Удачной торговли и счастливо!